Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаю искать клады на различных свалках, помойках. Иногда удается найти интересные предметы. И, надеюсь, сегодняшний мешочек нас тоже порадует. И, конечно, я вас приглашаю вместе со мной во всем этом разобраться. В общем, мешочек достался мне всего за $7. Он тяжелый. Вижу, что здесь много ерунды непонятной, и увидела вот нечто похожее на что-то интересное и ценное. Если это то, что я, как сказать, на что я надеюсь, то я буду уже рада. Так что давайте, не буду долго затягивать, и давайте приступим. Обязательно напишите после распаковки свое впечатление. Мне очень помогают ваши подсказки. Иногда вы видите те маркировки, которые не вижу я, и тоже мне помогаете разобраться с этими украшениями. Так что, если вы что-то интересное увидите, то, что пропущу я, обязательно напишите. В общем, как я уже сказала, мешок тяжелый, небольшой, да, но вполне себе тяжелый. И давайте будем со всем этим разбираться. Вижу, что часть украшений в мешках, вижу, что все, вернее, украшения в мешках. Вот этот пакетик, ради которого я купила этот мешок, оставлю на последок, интригу немножко подержу, хотя самой быстрее не терпится. Ну, надеюсь, что сегодняшняя распаковка пройдет быстро. Ну, вот этот мешок набит вот такими украшениями. Придется его все-таки разрезать. Не знаю, как их поместили сюда. В общем-то, ой, что-то упало. В общем, как-то так. Ну, давайте приступим к разбору. Сразу возьму вот эти вот крупные браслеты, которые я тут увидела. Их в сторонку беру. Вот так. Ну, подобные браслеты были в моде в 80-х годах. Думаю, что кто моего возраста, кому ближе к 60 годам, эти браслетики хорошо помнят. Думаю, что они винтажные. И чем больше браслетов таких было, тем были, как сказать, мы моднее. Так, смотрю маркировки. Маркировки нет, но вот такая вот куча браслетиков. Не буду на них долго останавливаться. Следующее. Здесь браслеты уже вот так скреплены. У меня что-то похожее есть. Я думаю, что это все-таки 70-е, возможно, 60-е. Но сам вот этот вот центральный браслет очень интересный. Здесь не так все просто. Видите, есть такая как бы штамповка, печать. Очень, ну, маркировки на этом браслетике тоже я не вижу. Ну, такой. Я думаю, что вот этот браслет все-таки будет постарше предыдущих браслетов. Но на нем тоже не буду останавливаться. Так, следующее. Это вот такая деталь, элемент. Я думаю, что это подвесочка. Такая интересная подвеска. Хотя вот в 80-х я показывала, покупала лот, но давно уже довольно-таки. И что-то похожее в качестве, как серьги это были. Ну, если это 80-е, то вполне как серьги, вот подобная вещица подойдет. А так, я думаю, что я сделаю на шнурок. Здесь, может, есть цепочка к этому кулончику. И, думаю, на шнурке он будет выглядеть неплохо. Он такой прям не плоский, а вот такой вот дутый, как будто бы выпуклый. И такой вполне себе интересно. А можно, кстати, вовнутрь что-то поместить сюда. Какую-то деталь. Ну, в общем, посмотрю, разберемся, что с этим сделать. Так, вот такой элементик. Не знаю, что это. Так, ну, давайте отложим. Так, вот такие. Такая одна серьга, в всяком случае, одиночная. Но она такая крупная. Клипсы. Думаю, что это тоже 80-е. Но вот весь пакет похож на 80-ю. 80-е, вернее, годы. Ну, кстати, вот здесь вижу эмаль, остатки. Сама эмаль очень красивая. Вполне себе возможно. Ну, как подвеска тоже вполне можно ее использовать. Но я клипсы не ношу.
Так что, наверное, буду использовать эту серьгу как подвеску. Она такая крупная и очень яркая, между прочим. Красивая эмаль. Но опять-таки одиночная. Следующий браслет. Думаю, обычный. Думаю, это пластик. Легкий, пластиковый. Такой на резинке. Так, следующее. Что это? Следующий. Вот такой браслет. Тоже часто встречаются. У меня есть похожий браслетик. Так, минутку. Вот такой, да, похож по стилю. Видите, как узел, типа завязан узлом. Но вот этот браслетик поинтереснее будет, да. Два оттенка металла, а это металл вот такой полый, как сетка. Так, идем дальше. Следующий вот такой браслетик. Мне кажется, с позолотой. Написано Корея. Но вот Корея, много украшений вот такого плана производили, выпускали. У меня много тоже сережек, вернее, цепочек, тоже вот такой, типа с алмазной обработкой, модная в 80-х годах. Много цепочек и вот браслет. Браслет тоже у меня такой похожий есть. По-моему, покрупнее. А это такой мелкий, нежный. Больше никакой нет маркировки. Очень уж похож на позолоченный. Если вы видите что-то еще, пожалуйста, дайте знать, просигнальте. Так, идем дальше. Вот такой браслет. Такой он тяжелый, почему-то крученый, тоже без маркировки. Такое, думаю, современное что-то. Так, и следующее. Так, здесь обычная цепочка, на ней не буду останавливаться. А здесь вот такой браслет. Мне кажется, у меня что-то похожее есть. Сейчас минутку отключусь. И да, мои дорогие, совершенно верно. У меня есть вот такое колье. И я думаю, что собрался комплект. Часто так бывает, что украшения собираются даже по несколько лет. Вот это колье я нашла давно, довольно-таки. Уже, честно говоря, забыла, где долго искать пришлось мне это колье. Ну, вот подобрался и браслет к этому колье. Думаю, вполне себе это все удачно. Думаю, что это одно и то же. Посмотрите. Тоже такие кольца. Здесь пластиковые кольца, мелкий бисер. Но это одно и то же, точно. Здесь то же самое. В общем, собрался комплект. Он винтажный. Думаю, что он относится к 70-м, 60-м годам. Вот такая шляпка. Здесь нет маркировки. Так, и здесь замок работает, не работает. Здесь тоже нет маркировки. И замочек рабочий. Шляпки немножко отличаются. Видите? Я думаю, что все равно это одно и то же. Напишите свое впечатление. Я это буду носить как комплект. Вполне себе такой яркий, эффектный, крупный. Посмотрите, какой крупный. Вот так комплектик и собрался. Так, идем дальше. Следующий пакет. И я уже вижу, что, кажется, и серьги тоже соберутся. Что такое? В общем, как-то так. Давайте буду это разбирать. Вижу, что это вот деталь от этого. У меня тоже есть небольшая коллекция футляров для помад. А этот футлярчик просто чудесный. Жалко, что стерта этикетка сама, но вот здесь вот можно вот это, наверное, все-таки убрать, как бесполезное что-то, да, и там вот проглядывается что-то информативное. Вижу, что тут Made in USA написано. А кто это? Не могу сказать. Кто знает, напишите.
Ну, вот такой футлярчик. В хорошем состоянии. Здесь вот остатки помады есть. И вот там внутри что-то написано. Смотрите-ка. Сейчас. Да, здесь вот тоже есть информация. Так, и тут пишут, что патент USA. Так, и что это? 20988 год. Или 68. Трудно сказать, мои дорогие. Но что-то очень такое старенькое. Может, через камеру лучше, виднее будет. Такая вещица вполне себе интересная. Так, следующий пакетик с рисом перламутра. Рисовый перламутр. Такой. Не буду на нем останавливаться. И вот вижу, да, вторая серьга. Тоже проверить надо. В рабочем состоянии. Но обратная сторона так качественно выполнена. Мне кажется, их вообще не носили. Ну, очень яркие. Жалко, что я не ношу клипсы. Возможно, попытаюсь переделать их в серьги, потому что очень яркие, очень красивые. И эмаль очень красивая. И здесь, видите, как бы вручную тут вот смешение этих оттенков эмали произошло. Яркий, красивый, такой прям алый цвет и сиреневый цвет. Ну, думаю, что это вот привет из 80-х. Ну, и, возможно, какие-то, возможно, как подиумные клипсы их тоже использовали. Вот, или их не портить, так оставить. Напишите, как вы думаете. Или переделать более комфортные для носки. Вот, затрудняюсь ответить, как говорится. И жалко, боюсь испортить. И хочется их все-таки поносить. Летом яркие серьги. Это как раз то, что нужно. Так. Немножко отодвину. Идем дальше. Вот такая игла. Но, как говорится, сам смысл потерян. Да, что здесь было, трудно догадаться. Трудно тут определить. Возможно, вот это. Что это? Пчелка. С бисерным таким брюшком. И вот тут такой красивый кристаллик, между прочим. Черный пластик. Возможно, это как-то вот так было. Как вы считаете? Что-то на клею было. Ну, в принципе, можно и вот так тоже отреставрировать. Вполне себе будет такая интересная брошь-игла. У меня есть коллекция броши игл. Возможно, как так. Если что-то интересное найду, то попробую. Возможно, это как-то вот так было. Навряд ли, хотя... Нет, здесь вот крепления самого нет. Это просто какой-то элемент, деталь от чего-то. Так, и следующие брошь-пины, значки. Вижу их тут сразу несколько. Давайте сразу их все и достану. Так, сюда. Так, вот так. Здесь больше нету. Больше нет. Вот такая обратная сторона. У них, кстати, у всех одинаковая. Что говорит об одном источнике, об одном производителе. И это вот такое сердечко, покрытое прозрачной эмалью. Маркировки нет. Так. Следующее вот такое. Такой значок. Я думаю, что это вот из 80-х что-то. Мне кажется, это такой же. Смотрите, их, кстати, вместе можно носить. Здорово. И вот такой вот. Ну, прям, это прям вот значок. Сердечко такое. Маркировки нет. Но у меня тоже есть похожие украшения. Тоже как для коллекции. Пусть будут такие вот значки. Так, следующее. Локет.
здесь что-то было, фотография, возможно. Но какая красивая крышечка. Он закрывается? Нет. Кажется, он сломанный, не закрывается. И тут не совпадает как-то. А, нет, вот закрылась. Но открывается. В общем, не держит он этот замочек. Хотя вот крышка у Локи-то очень интересная. Такая красивая. Как штампованная, как будто бы как чеканка, в стиле чеканки. Выполнена. И в таком медном оттенке. Тяжелая довольно вещица. Так, идем дальше. Здесь я сразу видела что-то еще похожее. Думаю, что это элементы от сережек. Это когда-то, возможно, серьги были. Тоже эмалью покрытые. И это стекло, между прочим, стеклянные такие. Две подвесочки. Думаю, что это серьги были. Ну, какую-то швензу сюда подобрать, и будет совсем таки неплохо. Такой яркий, красивый алый цвет. Потемнее, да, такой. Темнее. Так, следующее. Вижу сразу вторую такую же вещицу. Думаю, что это тоже были серьги или клипсы. Потому что здесь, вот видите, напротив есть вот такая типа площадочка. Возможно, это клипсы были. Но очень красивая эмаль, между прочим. Мне кажется, они вполне носибельные, красивые, яркие, позолота очень качественные. Они такие тяжеловатые. Возможно, сюда можно приклеить шляпку, как пусеты. Посмотрите, у меня похожие есть. Попробую приклеить. Как будет держаться, потому что они такие тяжеловатые довольно-таки. Думаю, как серьги вполне может быть. Такие серьги, пусеты, они, ну, не мелкие, тяжелые. Обратная сторона мне очень нравится. Мне кажется, они вот похожи чем-то вот с этими. Ой, по обратной своей, по оттенку металл. Здесь немножко матовый. В общем, ладно. Здесь следующий мешочек. Просто детали. Какие-то бусины. Открывать не буду. Ну и, как говорится, апофеоз. Тут даже две броши. Насколько они в хорошем состоянии, сейчас увидим, узнаем. И я увидела-то одну, а тут, оказывается, целых две. Ну, давайте вот с этой начнем. Какая чудная вещь. Тоже у меня похожие есть. Но здесь, по-моему, что-то сломано. Нет. Видите, здесь оттенок такой же, покрытие желтого металла, филигрань. Очень красивая. Веточка на жемчужинах. Мне кажется, вот здесь, может быть, она как-то отогнута. В общем, затрудняюсь ответить, но в любом случае не буду я ее никак перемещать. Мне кажется, вот здесь что-то, какая-то проблема. Либо здесь, возможно, что-то было еще, да? Ну, хотя вот тут слома самого не вижу, чтобы была нарушена само покрытие. Ну, в принципе, вот такая красивая брошь. Мне кажется, она довольно-таки старенькая. Иголочка вот так выступает. Но иголочку немножко можно тоже подправить. Хорошо ли все? Ну, она такая тугая. Закрывается, открывается. Мне кажется, это позолота. Мне кажется, я нашла золото. Если видите, напишите еще маркировку. Такое впечатление, она как бы она и тяжеловатая, и вот, ну, чувствуется, что качественная вещица. Где-то, возможно, есть мелкая маркировка. Если видите, пожалуйста, напишите. Бывает на иголочке иногда что-то пишут. Но здесь вот не вижу. Вот тут, кажется, что-то есть. На самой вот этой площадке есть что-то, но прочитать невозможно. Очень красивая вещица. Так, можно и как кверху ее вот лепесточками, да. Ну, красивая вещь.
Филигрань. Ну, я знаю, что в 80-е, 90-е в моде была именно вот филигрань вот такая. У меня и кольцо было такое с филигранью, золотое. Ну, это как 583 проба, да? Или 585? 583, по-моему, была проба. Так, ну и шедевр сегодняшнего показа. Вот эта брошь, ради которой был куплен этот мешочек. Это вот эта чудная брошь. Она очень тяжелая. Вижу, что она в отличном состоянии, что она старенькая, но маркировки нет. Нужно ее помыть, почистить. Похожий лист у меня есть, но этот более крупный. Он прям такой массивный, крупный. Есть немножко вот тут вот сход покрытия. Думаю, тоже брошь имеет винтажный возраст. Потому что это тоже 60-е, 70-е годы. Но он так натурально выполнен. То есть вот тут все завитки, изгибы. Очень красивые жемчужины в хорошем состоянии. И они родные. То есть не замена, а именно прям идеально подходящие вот в эти ложбинки. Сережа тут лежит, стонет, спит, аж храпит. Здесь вот есть патина, зелененькая. Такая вот брошь. Ну, я думаю, что шедевр сегодня удался. Вот эти вот две броши, как говорится, перекрыли все остальные находки. Ну, рада, что нашла браслет вот к этому колье. Ну, чему еще рада? Рада, что вот эта вещица попалась. По поводу вот этих сережек из 80-х затрудняюсь ответить. Ну, в общем-то, пакетом сегодняшним я довольна. В принципе, ожидания мои оправдались. Пишите свои впечатления, свои комментарии пишите. Возможно, какая-то у вас есть дополнительная информация. Возможно, вы какую-то маркировку увидели то, что я просмотрела. Так часто бывает. Благодарю вас огромное за эти дополнения, поправки и замечания. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.